Всем привет! Как давно вы пользовались утюгом? Если забыли, что это такое, то немножечко напомню. Утюг может выглядеть вот так, а может и вот так. Я не пользуюсь утюгом уже, я не знаю сколько лет. Лет 5 точно, может быть даже больше. Последний раз пользовался один раз 1,5 года назад. Было какое-то событие, что-то надо было высушить. Кроме этого, я им не пользуюсь и даже не понимаю, зачем он, в общем-то, в данном современном мире нужен. Но иногда появляются мятые вещи после стирки или неудачной сушки. И что-то с ними нужно делать. И тут мне на глаза попадается вот такая вот недорогая штука. Стоит она всего лишь 19,99, насколько помню, по-моему, евро. Да, можно за эти деньги купить утюг, но опять же я им не пользуюсь. Поэтому попробуем пользоваться вот этой вот штукой. Может быть, она даже как-то работает. Итак, это у нас Philips, какая-то 1000-я серия ручного отпаривателя. Я думаю, любой отпариватель, если вы возьмете, он будет по характеристикам плюс-минус такой же, недорогой и работающий. Из интересного, какая-то перчатка входит в комплекте, убивает 99,9% бактерий, это мы проверим. Я думаю, запах должно удалять. Готов за 35 секунд и гарантируется отсутствие ожогов на всех тканях, которые можно гладить, что бы это ни значило. Расход у него 18 грамм в минуту воды идет, 85 миллилитров объем резервуара, ну как бы 5 минут он должен парить. Итак, открываем, смотрим и проверим. А для проверки у нас есть мятые джинсы, мятая футболка, ношеная футболка с длинным рукавом, проверим, как удаляется запах. И футболка одна есть мятая новая, вторая мятая стиранная. Не знаю, как-то это влияет или нет. А, кстати, тут еще вот мануал, если не разберетесь, ну там 2 клавиши, я думаю, не стоит его читать. Какая-то гарантия, ну гарантия как обычно по чеку. Тут тоже вот всякие описания, это нам не нужно. Также у нас есть в комплекте перчатка. Это можно использовать для доставания пирогов из печки, кстати. Специальная ткань. Не знаю, зачем она здесь, но, возможно, нужна. Посмотрим. Основная часть — это вот такой вот отпариватель. Внутри вода есть, я его проверял, что он работает. Иначе бы обзор был неинтересный, я бы включил, он не работает. Шипит, парит. Итак, 85 мл резервуар. Естественно, он у нас идет проводной, хотя беспроводной был бы на порядок интереснее. Вот, но, видать, там бы он стоил на порядок больше. 7 отверстий, центральное почему-то больше. Вот такой вот пластик, скорее всего, термостойкий. Клавиша включения-выключения и клавиша включения-выключения обогрева. Ну и вот надпись Philips. Качество пластика. Ну, вообще, к Philips у меня особых вопросов нет. У него всегда все нормально. Отливка хорошая. Пластик такой приятный, белый, шершавый. Емкость для воды полупрозрачная, довольно стильная. Снимается вот так вот просто. Вот сюда заливается вода. Нет, здесь разъем не USB Type-C. Здесь разъем Direct Drive, то есть прямая подача воды. Вот заливаете и закрываете. Все. Сейчас наберем, включим, проверим, удаляются ли замятины на одежде. И еще проверим, наверное, на мятой курточке. Я видел на базаре, всякой такой фигней отпаривают, и куртки выглядят после этого классно. Итак, в магазин набрана вода, полный. Легким движением руки вставляем, включаем нагрев, ждем 35 секунд. Я проверял, через 20 уже тоже шипит. Поехали. Слабо как-то, ждем еще пару секунд. Погнали. Я в процессе начал понимать, зачем нужна перчатка. Если вы без этой перчатки начинаете рядом трогать ткань, то довольно-таки сильно паром вам по пальцам дает. Я вот ощутил, а если вот так, вообще ничего, чуть-чуть тепло. Самые крупные уже ушли. Вмятины, осталась такая легкая помятость. Я думаю, если ее надеть, она немножко все-таки влажноватая становится, она еще сильнее выровняется. Для меня такого результата вполне достаточно. Следующим пунктом у нас будут джинсы. С ними все тяжелее, потому что джинсы они сами по себе тяжелее. Джинсы обычные хлопковые, какой-то Пьер, какой-то Ван. И вот на них мы сейчас проверим, будут ли разглаживаться вот эти вот дикие морщины. В общем, я и такие не гладил, я их одеваю, они выравниваются, мне этого достаточно. Но у нас же есть отпариватель.
перчатка. Поехали. На мой взгляд, довольно-таки сильно отличаются данные штанины, то есть крупные вмятины уходят. Вот один залом, конечно, остался. Давайте его еще раз попробуем ликвидировать. Если вы сзади придавливаете руку, то фактически это получается тот же самый утюг, только на весу. По всей длине удаляете вмятины, и, на мой взгляд, это вполне себе приемлемый результат. Если вы с этим не согласны, пишите, но я вам скажу честно, я вообще их не гладил, а против того, что я не гладил, это классно. Быстро, удобно. Самое важное, проверяем, удаляет ли это все запах. Вот в этом я ходил 2 дня. И есть небольшой запах дезодоранта, есть небольшой запах, ну, в общем, сами понимаете, 2 дня ходил. Запах нормальный, то есть он, в принципе, не неприятный, но он есть. И, естественно, если дальше в ней ходить, то это будет не алё. Если вам лень стирать, например, рубашку, а можно вот таким простым способом это все дело решить, почему нет? Цель – убить запах. Ничего не разглаживаем, просто убиваем запах. Немножко влажноватая получается. Почему я говорю, если джинсы одеть, то они шикарно по ноге сядут. Проверяем запах. Вы не поверите, запаха нету. Запах воды немножко есть и смоченного хлопка. Запах дезодоранта выветрился. Вот нету его запаха дезодоранта, запаха тела, именно там, где хорошо пропарил. Это хорошо. Только ради этого можно купить данный аппарат. Самая обычная хлопковая футболка. Зверские замятины, с которыми, ну, даже я, наверное, не буду одевать. Хотя, наверное, конечно, одену без проблем. Попробуем немножко другой принцип. Прямо под вмятину я подкладываю руку в специальной перчатке. Понеслась. Вообще нету вмятины. Если вам нужно быстро погладить или еще что-то, покупаете, и даже запах он удалит. И, наверное, проверим и еще на куртке. Куртка Collins, синтопух внутри набит. Это такой себе ветровичок. Вот. И мне, если честно, не нравится, что через какое-то время он получается вот, ну, как бы в таких вот замятинах. То есть он весь вроде бы как помятый, но еще какие-то дополнительные вмятины получаются. Это, как на мой взгляд, не очень смотрится. Видел, хотя давно, это лет 10 как минимум назад, на базарах куртки, которые, естественно, привозятся в жутком состоянии, выравнивали, и было все типа тип-топ. Давайте проверим. Да, немножко нужно вот так вот потянуть, и получается, что уходят вот эти вот заломы. В принципе, если у вас мятый пуховик, то это дело вам поможет, но не забудьте после этого всего его просушить. Также набирайте сюда фильтрованную воду, не набирайте прямо из-под крана, особенно если у вас в кране в воде куча солей и прочего, это все дело долго не проживет.